Друзья, приветствуем вас в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи я, Светлана Пикта, и Борис Марцинкевич. Здравствуйте, Борис Леонидович. Всем добрый день. Украина, Украина, Украина. Постоянно говорят об Украине, а вот я предлагаю поговорить о том, что реально может изменить энергетику мировую. Это торий. А что это такое? Почему Китай за это схватился? Чем это интересно? Это очередная сенсационная сенсация в исполнении китайских специалистов. К сожалению, не первый раз. Я думаю, что сделаю какую-то отдельную развернутую передачу по этому поводу. Сообщение было о том, что найдено крупное месторождение тория, о том, что запасов энергии в тории в 200 раз больше, чем в уране, и теперь начнется совершенно новая жизнь. Я даже не знаю, с чего начинать, потому что настолько сенсационно все это звучит. Действительно, многие у нас это повторили, особо не задумываясь. Вот торий, вот замечательно. Все бы хорошо, но тория на планете действительно больше, чем урана. Период полураспада, то есть то время, за которое радиоактивные вещества становятся в 2 раза меньше, у тория 14 миллиардов лет. У урана 4,5 миллиарда лет. Тут как бы арифметика достаточно простая. Это первый момент. Второй момент, почему торий привлекает внимание китайцев, у них на территории просто мало месторождений урана. И, соответственно, беспокойство от того, что они зависят от иностранных поставщиков. Собственно говоря, поэтому такая активность у китайских компаний в самых разных уголках планеты. Они в Казахстане представлены, и в Узбекистане они пробегали, и в Африке они в каких-то странах, можно там вообще отдельный проспект сделать. Ищут, но понимают, что зависимость по урану, если уж матушка природа не расщедрилась, то ничего тут не сделаешь. Идти воевать с Северной Кореей, где месторождений урана как раз намного больше, тоже не получается. Китайцы, на самом деле, в этом отношении не одиноки. Ровно такая же ситуация в Индии. Тории есть, урана мало. Может быть, китайцам даже и не особо требуются вот такие поиски месторождения. Не исключаю, что если специалисты по атомной энергетике подключатся к специалистам по редкоземельным металлам, то все изменится. Крупнейшее месторождение редкоземельных металлов находится именно в Китае, а торий – сопутствующий химический элемент, который присутствует во всех практически месторождениях редкоземельных металлов. Так что если они проведут специальные исследования по остаткам переработки, по отвалам переработки, то, может быть, ничего искать специально и не требуется. Но это пусть они у себя работают. У нас действительно, что касается наших вот крупнейших месторождений, что Лавозеровская на Кольском полуострове, что там Торская в Якутии, да, там торий есть, да, следовые количества, но понятно, что при переработке, после того, как редкоземельные металлы извлечены в отвалах, вот он лежит торий, вы его уже хотели того или нет, на поверхность подняли, можете работать дальше, уже дешевле будет. Что не так с торием, почему, собственно говоря, кроме как в Индии, никто с ним особо не работает? Основной изотоп тория 232. То есть в ядре этого химического элемента четное количество протонов и нейтронов. А если число четное, то такой химический элемент в цепной реакции деления не участвует. Вот то самое школьное, свободный нейтрон ударил в ядро урана, уран развалился на несколько кусков, вырвалось 2 свободных нейтрона, ударили в 2 ядра урана, не работает. Не работает, и кто бы как бы не пытался опровергнуть фундаментальные законы физики, даже если это не кто-нибудь, а сам экономический отдел ЦК Компартии Китая, все равно не получится. Пробовали. Пробовали, я не шучу, потому что на заре нашего атомного проекта не было четкого решения, каким именно материалом надо заниматься, ураном или торием. Физики спорили, но менеджер, который руководил нашим спецкомитетом, думать отказывался. Если физики о чем-то думают, надо подбирать все варианты, поэтому и торий у нас искали и нашли. Поэтому и технологии соответствующие разрабатывали, но потом Лаврентия Павловича успокоили, сказали, мы определились, будем уран. Не волнуйся так, все хорошо. Чисто логически понять можно. Напоминаю, что делящийся изотоп урана – это уран-235.
Да, его всего 0,71% в природной руде, но он там есть. У тория в руде ничего делящегося нет, надо создавать искусственно. Физики точно знают, как превратить торий в делящийся, в участвующий в цепной реакции деления элемент. Это изотоп урана-233. Точно определено, что для этого требуется. Свободный нейтрон, который превращает торий-232 в торий-233, он радиоактивен, бета-распад, то есть нейтрон из состава ядра атома исчезает, и получаем на выходе торий-233. Он радиоактивен, период полураспада чуть больше 20 минут, то есть через 20 минут половина образовавшегося ядра тория-233 превращается в протактиний-233, который тоже бета-радиоактивен, период полураспада чуть подольше, 23 дня почти, но это 3 недели на самом деле. И на выходе уран-233. Период полураспада у урана-233 160 тысяч лет, то есть с ним можно совершенно спокойно работать, создавать ядерное топливо. Ну, собственно говоря, вот на этом можно остановиться. Дальше мы начинаем следить за откровенным враньем в этом сообщении. Ториевая энергетика невозможна, она все равно будет урановая. Даже если у вас и начальная реакция тория, вы все равно делить потом будете уран. Выделение энергии при делении урана-233 ровно такое же, как выделение энергии при делении урана-235. Соответственно, фраза о том, что в тории в 200 раз больше энергии записано, вранье обыкновенное. Все, кто перепечатывал, репостил вот это замечательное сообщение, не знаю, либо вы это делаете умышленно, либо вы тянетесь за сенсационные сенсации, но вы наврали. Вольно или невольно, уж решайте сами для себя. Со своей совестью разбирайтесь самостоятельно. Вот, это первое соображение. Второе соображение, что, собственно говоря, китайцы собираются с этими месторождениями делать. Если идти по порядку, то сначала нужна технология превращения руды тория в металлический торий. Это немножко разные вещи. Уран тоже не металл. Ну, если вы его используете, допустим, для ядерного оружия, он требуется именно в состоянии металла. Это совершенно новая технология, никогда ее не было, и вот опять немного совсем с этими технологиями опередили советские специалисты, совсем немного. В 1946 году эта технология была получена в городе Подольске на опытной установке Гири-Дмита, Государственного института редких металлов. Вот прошло всего, собственно говоря, 80 лет, и вот уже опять задумались над этой технологией. Достаточно быстро все происходит, надо отдать должное. Почему у нас отказались от ториевой энергетики? Почему, проведя исследования, от этого отказались в Соединенных Штатах? Там тоже проверялось. Проблема ровно одна. Откуда взять свободный нейтрон, который должен попасть в ядро тория-232? Мало того, что он должен быть, он должен иметь совершенно определенную энергию, ни больше, ни меньше. Так называемые тепловые нейтроны, то есть, допустим, использовать ускоритель, конечно, можно, но осторожно, должны определенные характеристики у такого ускорителя быть. И сразу же возникает вопрос, а энергия, которую вы затратите на работу такого ускорителя, она будет больше того, что вы в конце концов получите из урана-233 или нет? Ведь если внутри тория нарабатываются ядра урана-233, потребуется химическая процедура для того, чтобы этот уран извлечь из этого тория. Дальше начинается создание ядерного топлива и так далее, и так далее. Вот если все вместе это дает на выходе энергии меньше, чем вы на нее затрачиваете, смысла нет. В 40-е и 50-е годы такого не нашли, хотя у нашего руководителя лаборатории номер 3 в составе атомного проекта была не только лаборатория номер 2, которая стала Курчатовским институтом, о чем все знают. Память у нас, к сожалению, короткая. Была и лаборатория номер 1, была и лаборатория номер 2, и даже лаборатория номер 4. Лаборатория номер 3, нынешний институт
теоретической и экспериментальной физики, так он стал называться, достаточно долгое время был одним из флагманов нашей науки. В 90-е годы стараниями борцов за нашу либеральную экономику испытывал тяжелейшие времена, закончился тем, что сейчас он как самостоятельная единица, но в составе Курчатовского института. Там такую технологию в принципе нашли, но для этого требовались тяжеловодные реакторы, они у нас в серию не пошли. Несмотря на то, что для наработки оружейного плутония количество дефицитного во второй половине 40-х годов урана требовалось в разы меньше. То есть, если сравнивать, допустим, первый промышленный реактор А1 и первый промышленный реактор на тяжелой воде, К-180, он, по-моему, так шифровался, то если на уран-графитовый реактор нужно было 150 тонн урана, для УК-180 потребовалось бы 15 тонн. Почувствуйте разницу, но к тому времени, когда требовалось строить или создавать, не знаю, как правильно, следующий промышленный реактор, пошла добыча урановой руды в Германской Демократической Республике, в Яхимских горах, соответственно, на территории Чехии, и эта проблема дефицита урана закрылась само собой. И, соответственно, вот эти петли построить тяжеловодный реактор, чтобы при его помощи получить тепловые нейтроны, которые, в свою очередь, преобразуют торий-232 в уран-233, который надо извлечь из урана-232 и создать ядерное топливо, от этого просто отказались. Ввиду отсутствия экономического смысла. Если экономический смысл отсутствовал даже тогда, когда речь шла о создании ядерного оружия для противостояния главным демократизаторам нашей планеты, то тем более никакой экономики в этом нет сейчас. О том, что такое проекты жидкосолевых реакторов, за которые это реакторы поколения 4, борьба за них ведется достаточно давно. Саму концепцию Generation 4 предложило Министерство энергетики Соединенных Штатов в 2000 году, на рубеже тысячелетий. В 2021 был юридически зарегистрирован международный форум Generation 4. 13 участников, наизусть, к сожалению, не выучил. Много интересных стран, но несмотря на то, что это был 21 год, и ситуация вокруг России известна, какая была, Россия полноправный участник, здесь все в порядке. Жидкосолевые реакторы, если грубо, это гомогенные реакторы, то есть здесь не отделены друг от друга ядерное топливо и теплоноситель. То есть обычные реакторы, ядерное топливо отдельно, теплоноситель отдельно. А здесь расплавы солей. То есть подбираются определенные соли, в них содержится то или иное ядерное топливо, делящийся материал, либо уран, либо в какой-нибудь славной перспективе торий. Все это разогревается до состояния жидкости и позволяет действительно, теоретически позволяет получить из того самого тория тот самый уран-233. Но я думаю, что это заслуживает уже совершенно отдельного разговора. В сегодняшнем нашем формате, как это называется, забыл уже, с нашим таймингом, вот увлекаться этим точно совершенно не стоит. В любом случае, ториевые реакторы не существуют в природе. В любом случае делящимся материалом станет уран. Кто бы что бы ни рассказывал. Да, тория намного больше, да, его легче добывать. Торий-232, если никакие свободные нейтроны по нему не летают, это альфа-распад, достаточно мягкое излучение, с ним удобно работать, он менее активен, и радиоактивное семейство тория тоже позволяет спокойнее себя с ним чувствовать. Запасов намного больше. Они есть и на территории России, но рассказывать про Россию, перед этим не рассказав что-нибудь об Урсуле фон Бербак и Макроне Трампе, невозможно, поэтому действительно сделаю отдельную передачу, обязательно расскажу что-нибудь про Урсулу, иначе никто смотреть не будет. Сделаем такую красивую передачу. Урсула фон Бербак и месторождение ториевых руд в Сибири.
Вот будет такое необычное название, наверняка привлечет всеобщее внимание, всем будет намного интереснее, чем я сейчас просто начну рассказывать о том, что сделано в России, почему мы не торопимся. На самом деле, условное разделение, кто чем занимается, оно уже состоялось. Первыми заговорили о необходимости развития ториевого направления в атомной энергетике в Индии, предприняты определенные усилия. У меня такое впечатление, что мы спокойно ждем, что получится у атомных физиков Индии, либо подключимся к этому направлению, либо нет. Нас действительно немножко выручает то, какого менеджера Иосиф Виссарионович назначил на атомный проект, потому что пока физики сомневались, выбирали правильную технологию, работать с ураном или с торием, месторождения тория были открыты, руда была собрана. Лаврентий Павлович был достаточно прост в этом отношении. Потом ему господа физики сказали, товарищи физики сказали, что нет, будем работать с ураном. Лаврентий Павлович, вздохнув, посмотрел на уже собранные запасы ториевой руды, сказал, вот это терять не надо, раз уж собрали, пусть лежит. Оно и лежит достаточно давно и чувствует себя, в общем-то, неплохо. Понятно, что те хранилища, которые были собраны в суровых сибирских местах, да, просто из бревен сложили, что смогли, но, тем не менее, где они находились, знали, соответствующее укрытие сверху сделано, теперь ни дождями не размывает, ничего никуда не уходит, в почву не просачивается. И у меня здоровое впечатление, что если индийские специалисты докажут, что это экономически оправданно, мы подключимся. Торопиться не надо. Тема достаточно, на самом деле, громкая, и я бы так ее назвала, если бы, допустим, это был конец XIX века, и мальчишки бегали по улице. Великое разоблачение Бориса Марцинкевича. Ториевая революция отменяется. Так. Ну, давайте так. Решение о создании лаборатории номер 3 и о том, что необходимо разработать два типа реакторов. Один на тяжелой воде, второй на ториевый котел. ТК-1, по-моему, так назывался этот проект. Это сентябрь 1945 года. То есть сказать, что мы разговариваем о каком-то невероятном открытии, ну, очень сложно. Очень сложно, потому что у нас была та группа специалистов, которых сумел собрать Игорь Васильевич Курчатов, и тех, кого организационно поддерживал Лаврентий Павлович так, как умел. Под эту ториевую программу, под программу тяжелой воды была создана не только вот эта установка номер 3 Гири-Дмета в городе Подольске, она же почтовый ящик номер 12, но и лаборатория номер 3. И были подключены специалисты гидропресса свежесозданного и, соответственно, будущего Института теоретической экспериментальной физики. Вот это все было сделано, и только после того, как физики сказали, что это не имеет практического смысла, все это было остановлено. Американцы старались, работали чуть дольше, они в середине 50-х все это остановили. Тяжеловодные реакторы в нашем атомном проекте для наработки плутония, да, используются, но для наработки тория их использовать не стали. Хотя технически такая возможность есть. Но не имеет практического смысла. Слишком сложно все это. Слишком большие расходы даже для ядерной военной программы. Жидкосолевые реакторы, да, новое направление, не исключено, что когда-нибудь у этого получится. У кого-нибудь что-нибудь получится. Но для того, чтобы... Для затравки, как анонс. Представьте себе, как должен выглядеть активная зона. Расплавы солей. Соль, внутри которого радиоактивный делящийся материал. Какие требования к материалу таких вот ванночек, где находится вот такой расплав? В обычных случаях это либо фториды, либо хлориды. А что такое фтор и что такое хлор, надеюсь, никому не объяснять не требуется. А в соединении с ним еще и радиоактивные элементы. Вот пока с конструкционными сталями, сплавами ничего ни у кого не получилось. Ну, это так, для затравки. Тем не менее, приятно было услышать, что наши дедушки и бабушки уже то, что сейчас сенсация, разрабатывали, пришли к каким-то выводам. И, в общем-то, а нам осталось сейчас подождать, что там в Индии с этим Что, получится. может быть, в Китае получится? Китай борется за эти жидкосолевые реакторы. Они упорные, может быть, что-то и получится. Будем следить. Мне единственное, что досадно, вот сообщение о том, что
состоялась очень сенсационная сенсация, написана в стиле английских ученых, подхвачено и совершенно бездумно разошлось по всей нашей благосфере. Уважаемые блогеры, прежде чем что-то перепечатывать, ну, позвоните в Росатом, что ли, спросите. Нет, Вот нам тут... позвоните, пожалуйста, в Геоэнергетика Инфо и Мы люди говорите, скромные, пусть Леонидович, звонят в Росатом. Я, прежде чем подготовиться к встрече с вами, 2 дня тихо матерился в углу, а в Росатоме у меня такое впечатление, что люди проходят подготовку как дипломаты будущие, они всегда вежливы, всегда улыбаются. Мне было непросто. Услышав о том, что запасы энергии в Туре в 200 раз больше, чем в уране, я был, конечно, восхищен. ну, спасибо за ваше терпеливое разъяснение. Это всегда не просто быть экспертом. И, друзья, я призываю высказаться под этим видео и рассказать, что вы думаете о наших соцсетях. Я имею в виду вообще о нашей русскоязычной благосфере. И, возможно, по теме вопроса о тории. Какие у вас надежды на ториевую энергетику? Спасибо. У нас в новых районах есть пляжи с черным песком. Могу поздравить, это Тури. Загорайте аккуратно, потому что улегшись на спинку, чтобы загорел животик, спинку вы тоже можете получить загорелую. Аккуратнее. Всего хорошего, друзья. До свидания. Всего доброго.